Привет, это Юлия Навальная. 16 февраля, с дня, когда Путин убил моего мужа Алексея Навального, прошло почти 10 месяцев. 10 невероятно сложных месяцев. Для нас, для семьи Алексея, для его друзей и коллег, и для очень многих из вас, людей, которые поддерживали его и боролись вместе с ним за будущее нашей страны. Алексей много раз говорил, что самое лучшее и самое ценное, что есть в его работе, это вы. Его спрашивали, как вы не сдаетесь, как вы находите силы, как терпите эти бесконечные аресты и обыски. И он всегда отвечал, да как тут сдаться-то? Сотням тысяч людей, миллионам. Важно то, что я делаю. Я чувствую их поддержку, я вижу их. Они выходят на митинги, они приходят на встречи, участвуют в выборах и часто сами рискуют своей жизнью и свободой. Значит, все не зря. И Алексей был в этом абсолютно прав. Самое главное, что выделяло его из череды других политиков, что делало его Алексеем Навальным, это поддержка и любовь людей. Поддержка, которую не купишь за деньги и не подделаешь. Последний раз мы стали свидетелями этого 1 марта, в день похорон. Когда, несмотря на угрозы, страх, кордоны и автозаки, несмотря на то, что похороны практически закрыли, тысячи людей в Москве вышли, чтобы проститься с Алексеем. И с того момента каждый день мы видим, что люди приходят на Борисовское кладбище, приносят цветы, приносят письма, проводят там время и возвращаются снова и снова. И я благодарна каждому из них. И сегодня я хочу объявить об особенно важной для меня новости. Мы приступаем к изготовлению памятника на могиле Алексея. Мы всей нашей семьей, Даша с Захаром, родители Алексея, его брат, очень много думали и размышляли на тему того, каким должен быть этот памятник. Для любой семьи, которая потеряла близкого человека, это очень важный вопрос. Но наша ситуация особенная. Близкого человека потеряли не только мы, но и миллионы других людей вместе с нами. Поэтому мы решили, что будет правильно, если памятник Алексею Навальному мы придумаем и выберем тоже вместе. На протяжении всей своей политической деятельности Алексей обожал устраивать какие-то конкурсы, соревнования, постоянно предлагал рисовать листовки и плакаты, записывать YouTube-ролики про политику, а потом вместе голосовать за лучшие. А еще он просил нас никогда не унывать. Поэтому мы подумали, ну конечно, вот что будет правильно и классно сделать. Открыть конкурс эскизов, опубликовать заявки, чтобы их видели все, отобрать лучшие, ну а в конце выбрать тот проект, который и станет памятником на Борисовском кладбище. И не просто памятником, а символом. Для кого-то символом надежды, для кого-то символом силы и борьбы, для кого-то символом того, через что мы вместе прошли. И как дорого стоит свобода. Этот памятник – это способ сказать, что мы Алексея и его идеи не забыли и никогда не забудем. Итак, сегодня мы запускаем вот такой сайт. На нем вы можете прочитать все подробности и правила конкурса, ну и отправить свой эскиз памятника. Вам абсолютно точно не обязательно быть настоящим архитектором или художником. Вы можете сами набросать рисунок, вы можете попросить кого-то из знакомых вам помочь. Можете использовать профессиональные программы, а можете начертить от руки. Если вам кажется, что это важно, присылайте и текстовое описание или даже видеопрезентацию, но это на ваше усмотрение. Главное – это ваши идеи, а уж как их реализовать, мы придумаем. Обратите внимание, на сайте опубликованы технические вводные, ширина, высота памятника, местоположение могилы на кладбище, фотографии, требования к формату файлов и прочие технические детали. Важно это все соблюдать, чтобы, если вы победите, вашу идею можно было реализовать. До 31 января мы будем собирать заявки и публиковать попавшие в конкурс работы на сайте. Шорт-лист – 3 лучших заявки. Выберем мы, семья Алексея. Кто в него вошел, мы объявим 4 февраля. А дальше откроется голосование, в котором вы сможете поучаствовать и выбрать победителя. Мы объявим его 16 февраля 2025 года. Я часто слышу от вас, что Алексей Навальный изменил вашу жизнь. Кто-то говорит, что благодаря ему впервые поверил, что политика – это не только борьба за власть, но и путь к переменам. Кто-то стал ходить на митинги и почувствовал, что стал сильнее и смелее. Кто-то участвовал в выборах, как волонтер, как наблюдатель, как кандидат. Для кого-то расследования Алексея стали поворотной точкой, после которой они впервые задумались о том, что происходит вокруг.
Благодаря Алексею многие захотели увидеть Россию такой, какой мечтал видеть он, свободной, процветающей, мирной страной. Он очень много сделал для нас и для нашего будущего. Поэтому я хочу, чтобы мы вместе поучаствовали в увековечивании его памяти. Присылайте свои эскизы, участвуйте в конкурсе и голосуйте. Давайте выберем и построим настоящий народный памятник Алексею Навальному, чтобы потом однажды перед этим памятником встретиться.